Всем огромный привет! Ребята, сегодня хочу с вами поговорить на тему высоких температур и выращивания орхидей в таких условиях. Вот, например, сегодня у меня был запланирован полив вот этой орхидеи и нескольких полочек на стеллажах. Но почему я не буду этого делать? Почему сегодня я не буду поливать свои орхидеи? Видите, посмотрите. Вы, наверное, уже догадались, почему нет. В Одессе очень жарко и очень влажно. Ребят, 74% влажности. Даже мои ванды, те, которые я должна была сегодня полить, у них листья идеальные. Корни идеально сухие, а листья идеально расправлены. Потому что вот сейчас они поглощают влагу из атмосферного воздуха. И если мы сейчас начнем поливать, возможно, для здоровых орхидей это не окажется критично, но если у орхидеи есть какие-то заболевания, все, механизм уничтожения, самоуничтожения орхидеи включится. Поэтому я сегодня на своих стеллажах отменяю полив даже тем орхидеям, которые уже давно поливать нужно. У них очень легкие горшки. Я вижу у них прекрасный тургор. Они прекрасно себя чувствуют. Те, которые в мхе, они еще даже не просохли. Но я эту полку не хотела поливать. Ну вот, например, вот с просохшей уже корневой системой полив мы отложим. Что нужно сделать, чтобы эту критическую ситуацию привести в норму? Включить кондиционер обязательно, но у меня здесь его нет на кухне. И очень даже плохо, потому что, смотрите, 29 градусов сейчас у меня в кухне. Я сейчас буду закрывать здесь окно, девчонки, и включать кондиционеры в других комнатах. Уже в одной локации я включила кондиционер. Но опасно поливать именно тогда, когда зашкаливает показатель влажности. Обязательно купите себе гигрометры, есть такие прям маленькие, либо часы, вот такую станцию. Поставьте на своих полочках, в локациях, где у вас произрастают орхидеи, наблюдайте за влажностью. Оно приятного аппетита. У многих сейчас нет аппетита, у меня нет аппетита. Я ем только фрукты и бахчевые. Орхидеи сейчас я не удобряю ничем, только полив с фунгицидами природными. Можно использовать такие вот добавочки, как фитоспорин. Очень хорошо в такую вот жаркую, теплую очень погоду. У меня вот даже был вчера испуг, девчонки и мальчишки, потому что моя тайсука Анна вот так начала желтить лист, прям он красный уже. Но я увидела, что там внутри растущий лист, то есть начались ростовые процессы. Я срезала цветонос, уже отцветающий, и жду, пока этот лист самостоятельно покинет куст. Не дергаю. Ну вот новый листик, если вы видите, уже появился. Тьфу-тьфу-тьфу. Еще одна тайсука Анна у меня есть в другой локации. Так, кто тут у меня из цветущих, чтобы не было скучно, я вам сейчас покажу свои цветущие орхидеи на моих полочках. Вот то, что есть на сегодня. Вот полюбуйтесь. Расцвело вот такое ароматное чудо в эту жару. У него соло и дебют. Очень-очень красивый. Возможно, я вам его уже показывала. Покажу еще раз, ребят, сейчас. Скажу название. Джиаха Блюбери. Держит цветочек свой гордый, одинокий. Но я смотрю, что там, возможно, будет еще бутон. Ой, невероятно красивый сапфир. В этот раз прям у нас двойной такой цветонос с веточкой. Это впервые у него.
цвел недавно, вот пообрезала цветонос. И недавно его, кстати, поливала прямо накануне этой жары и очень переживаю. Но уже дня 3 прошло перед поднятием высоким температур. Так, вот этот красавец у меня расцвел не так, как надо, но предыдущие цветения зимние были по сорту, все как положено. Ну вот в жару, когда тепло сильно, орхидеи меняют свой камуфляж. Здесь у меня отцветает арван. Видите, как вот прям жарко, и вот прям все цветы раз и схлопнулись. Я вчера прям переживала. Лимоша, извини, кушай. У Лимоши сейчас тишина, потому что у нее, ой, я ее спугнула, занят клювик. Сейчас будет опять галдеть. Ну вот смотрите, она начала. Я подумала вчера, что это вот плохой признак. Если вы увидели вот так одновременно, можно подумать, что орхидея заболела бактериалкой, что-то с ней случилось. Сразу проверяйте куст. Шею смотрите, корни, не залили ли вы ее. Ну вот этот стеллаж я поливала на ну сколько, не на прошлой неделе. Да, на прошлой неделе, но прошла дня 3-4 даже. Еще не поливаю ни в коем случае. Вижу, здесь у нее растущий лист, все нормально. И от Лимоши, видите, какая на листьях, ой, пыль от взмаха крыльев. Она кушает свои зернышки и потом машет крыльями, и все это летит по всем орхидеям. Так, у меня что-то еще вот, помимо вот этого красавца, у меня здесь еще открыл свой ароматный цветочек, вот такой красавчик. Это вот для любителей вот таких вот аленьких цветочков. И вот здесь тоже один цветочек очень красивый. И они все 3 ароматные. У них получается такой, знаете, прямо ансамбль из красок и ароматов. Я хожу мимо и слушаю эти ароматы. Самый яркий аромат у блюбери. Вот этой вот ягодки. Красавица. А это, знаете кто? Это Мету Драгон. Только какой? Стерлась. По-моему, Рефлекс Драгон. Не буду обманывать. Но она цветет тоже так по чуть-чуть. По одному, по 2 бутончика. Сейчас она осилила только 1 бутончик. Вот здесь вижу, что засох. Но симпатичная, очень симпатичная. С таким зеленым отливом. Красивая. Нежно пахнущая орхидея. Да, такое интересное, знаете, что-то вот из ягодок. И не цитрусовые, но что-то вкусненькое такое. А здесь больше цветочный аромат. Так, этот уже не пахнет, давно цветет. Вот, кстати, он вообще уже просох, но я ни в коем случае не поливаю. Ребята, куча влаги в атмосфере, 75%, это очень много. И смотрите, кто у меня здесь открыл свои бутончики. Еще одна бабочка. Не знаю, показывала вам или нет. Это Phalaenopsis Sandarive. Здесь тоже уже прям нужно вроде как поливать. Смотрите, как и просох и субстрат, и корневая просохла, и горшок легкий. Но я не буду рисковать. Я подожду, пока немножечко все-таки температура-то не спадет, влажность уйдет, потому что в такую сильную высокую влажность это опасно поливать. И вот здесь красавица, ой, как она у нас называется, я все время забываю, подружка Патрика, я ее так называю, так она мне больше запоминается. Джанет Брэндон. Вот. И вот они с Джанет Брэндон и Сандериве. В Сандериве, видите, намного меньше цветочек. У Джанет Брэндон больше. Так, и вчера меня порадовал еще один фаленопсис, такой из коллекционных. Мне нравится его розеточка. Посмотрите, какой он красавчик. Надо, наверное, ребята, подойти к окошку, чтобы естественное освещение было. Вот такой красавчик. Видите?
Интересный такой, благородных кровей. Здесь что-то у него на петалии, какой-то нарост. Цветочек одинокий. Это у нас сангвинелла. Как прикрыла, видите, какой-то нарост. Не знаю. Но очень красивый, благородный цвет, бархатный. И интересная форма цветочка. Мне кажется, что в предыдущем цветении было намного, немного по-другому это выглядело. И вот этот цветонос, она высушивает его. Высушивает. Цветонос, на котором она в прошлый раз зимой давала нам цветение. Тоже немногочисленное на один цветочек. Но все равно красиво. Мне нравится плотный цветочек, восковичок такой, с неоновой губой. Но он, кстати, не пахнет. Я не считываю аромат, хотя утро. Ну вот, ему бы еще немножечко ароматика, было бы вообще замечательно. Вот такой он, смотрите. Красивый такой, глубокий. Такой, знаете, лакшери цвет. Я даже не знаю. Вообще, лакшери цветочек. Так, здесь у нас коброчка цветет своим красивым цветочком. Немножко он так в жару выгорел. Обычно она потемнее. Ну и больше, кроме еще хрустального водопада беглипчика, больше никого цветущих здесь нет. Все растят корешки, листики, находятся на отдыхе. Ну, чуть ниже здесь у меня красавчик. Целая гроздь. Прям смотрите, как будто сирень. Да? Красавчик. Это Льюис Трипринц. И смотрите, в жару Льюис Трипринц потерял вот эту свою привлекательность на цветочке. Видите? У него цветочек имеет такую яркую оранжевую губу. Но из-за того, что высокие температуры, вот так происходит. Он совсем недавно цветет, но вот он, оказывается, в жару теряет окрас губы. Очень интересное наблюдение. Сделанное мною только что. Ну а здесь бабочки, тоже летнее, немногочисленное цветение. Это, по-моему, идет под номером. Так, нет. Да? Или я потеряла ее название. По-моему, название потеряно. И вот эта красавица. Тоже. 3 бутона осилила и радует. Зимой, конечно, это цветение намного красивее и ярче. Давайте проверим, что там у нее с корнями. Ну, здесь еще влажно. Еще вообще тут никакого о поливе вообще и речи не может быть. Это полка влажная. И вот смотрите, в плагроне развивается моя Violet Queen, которая несколько лет не давала мне покоя. После покупки она, конечно, процвела грандиозно на цветоносах садовника. Ну и потом все. И вот в плагроне она только начала нормально растить, хотя при пересадке в плагрон она корень шикарный потеряла. Вот он, видите, вот он вообще сгнил, но я его не дергала. Очень жду, что она наберет массу корневую и листовую, и увидим ее цветение уже домашнее. Вот она здесь будет расти у меня в плагроне. Она очень капризная, как по мне. Я не знаю, может, у вас с ней все получается, у меня нет. Вот с моим экземпляром, с этим ничего не получается. И я вам хочу сказать, что ее даже здесь нужно вообще поливать. Количество поливочной воды не больше столовой ложки. Вот так вот. Никаких луж, ничего. Вот есть испарина, ей этого предостаточно. Понимаете? Она прям ведет себя, как, наверное, как настоящая леди. Так, здесь еще одна леди у меня цветет одним цветочком. Joy Fairy Tale. Ну вот уже он и не ароматит. Не ароматит, но уже не ярко, потому что цветочку уже не 1 неделя. И вот она пыталась
пытается растить второй цветонос, но как-то вот много она раз цвела. Видите, сколько цветоносов срезано. Такая вот елочка, я ее называю, елочка. Так, посмотрели на этой полочке. Здесь тоже пока тишина. Девочки, главное, чтобы не было пожелтевших листьев. А все остальное дождемся цветения. Есть там пару экземпляров с намазанной шеей топсином. Это вот конкретно очень такой, знаете, как оказалось и как рассказывали. Ну, кстати, после топсина появился корень из шеи. Замечательный результат. Это тоже попугай. А нет. Это вообще, ну, прочитайте. Chain Long Black Parrot. Это очень классная орхидея. Но у большинства она себя ведет очень-очень подозрительно. Так случилось у меня. Скинула вот здесь листья. В общем, ребят, уже как будет. Скрестим пальчики на удачу. Надеюсь, все будет хорошо. Ну и хатуюки здесь доцветает. Все никак не сдается. Ждем, когда она... Ну, даже не ждем, когда очередь у меня до нее дойдет. Она, в принципе, в росте, корни в росте, листья в росте. Этот кончик цветоноса, в принципе, уже... Жалко, конечно, обрезать цветонос, но можно прям с этим цветущим кончиком, краешком уже ее пересаживать. Выберу для нее, конечно же, как и для сапфира, закрытую систему с крупными кусочками коры. Я еще думаю, у меня два варианта в голове. Либо вот так в палагроне. Кстати, как эта малышка поживает. Она все-таки затормозила рост цветоноса, когда стало жарко. Но после пересадки в палагрон она неплохо себя чувствует. Видите? Корешки растит. Но вот есть корень, который в этой новой посадке решил отмереть. Ну, как бы веломен испортился, что-то не понравилось. А уже новые корни, которые растут уже здесь, они уже нормально растут и нормально имеют окрас. Тоже еще влажная. В общем, друзья мои, мой месседж в том, что в такую вот жаркую, там где мы стояли, вот здесь, жаркую, теплую, влажную погоду лучше орхидеи не поливать, воздержаться. И вот эта влага, которая идет у нас, которая находится у нас в воздухе, им этого достаточно. Открываются устица, и эта влага попадает. Кстати, вот еще одна бабочка. Парфюмерная фабрика. Видите, тоже не богато, но этому рады. Открывают устица, и они поглощают своими листиками и корешками воздушными эту влагу из воздуха. Поэтому не спешите поливать. Здесь у меня реанимашка в палагроне. Жду новых корешков. В общем, вот так. И цветет мой красавчик небогато горизонт. В общем, сегодня я себе бью по рукам и не берусь за полив. Не берусь, потому что им и так достаточно влаги. Кстати, пересадила в палагрон свою орхидею и обновила. Это моя Pink Galaxy, в которой совсем уже была беда с шеей. Я ее достала из коры. Оказалось, у нее там очень большое количество корней, просто сброшены, веломен сгнивший. Я обновила, и вот она уже дня 4 в палагроне, но чувствует себя неплохо. Верхние корни, на них одна надежда, на корни воздушные. Посмотрим, как она в палагроне будет себя вести. Надеюсь на хороший результат. И вот покажу вам в конце видео вот эту красавицу, одиноко растущую
Это летнее цветение бабочки Cherry Boom на новом цветоносе. Можете себе представить, какой был богатый цветонос зимой и что в этом цветении она мне выдала. Только зря, мне кажется, она старалась и растила этот цветонос, чтобы подарить мне только один цветочек. Ну и вот на этой оптимистической ноте хочу закончить свое видео, пожелать вам всего самого наилучшего в этот день и во все последующие, позитивного настроя, чтобы ваши орхидеи вас радовали, чтобы ни вы не болели, ни ваши орхидеи, чтобы все орхидеи в эту жару мы смогли сохранить, потому что каждая из них нам очень дорога. Либо как был подарок, как память, либо как ваша хотелка. И вообще, коллекция должна сохраниться в эту жару. Посмотрите, какие красивые листья, да? Всех обнимаю, всем мирного неба, всем всего самого-самого наилучшего. До встречи в комментариях. Пока-пока!